Сегодня мы сделаем небольшой столик, на который уйдет 5 ведер эпоксидки. Также мы проведем несколько интересных экспериментов, ответим на часто задаваемые вопросы и разыграем этот стол среди вас. Себестоимость его, к слову, больше $1000. Приятного просмотра. Первым делом займемся столешницей. Для этого берем вот такую многоразовую форму, кстати, очень практичная и крепкая штука. Меня часто спрашивают, как поведут себя цветы в заливке. Так вот, сегодня постараемся ответить на этот вопрос. Я взял немного стабилизированных цветов, сухоцветов, да и просто высушенных временем букетов. Форму хорошенько смазываем разделительным составом. Это воск в спрее. Следующим этапом раскладываем композицию. Конкретно этот цветок – это стабилизированная роза. Натуральный цветок, обработанный специальным составом. Стабилизирующий состав проникает в растительные клетки и консервирует цветок, а глицериновый наполнитель сохраняет влажность. В итоге цветок сохраняет вид натурального очень долгое время, по заявлению продавца до 5 лет. Но стоит такая красота, как крыло от самолета. К слову, за эту коробочку я отдал больше $50 или 4000 рублей. Чего нельзя сказать о высохшем букете, стоимость которого бесплатно. Вот мы и сравним разницу в заливке. После того, как я выложил самые крупные, точнее самые высокие объекты в заливке, заливаем первый слой. Для этих целей я беру универсальный состав Art Eco, поскольку слой заливки небольшой, а состав высыхает за сутки, что отлично нам подходит, учитывая, что таких слоев будет много. Первый слой обильно подкрашиваем черным красителем и льем как из ведра. Проходимся корректором и оставляем заливку на сутки. На следующий день первый слой высох, и я раскладываю цветы поменьше. Итак, для чего это делается именно в такой последовательности? В итоге я хочу добиться эффекта, будто композиция появляется из темноты. Именно поэтому сперва кладутся более крупные объекты, а потом все меньше и меньше. Если положить все в один уровень, то самые мелкие объекты просто пропадут, поскольку будут залиты черной смолой. Следующий слой я подкрашиваю все тем же черным красителем, но уже не так обильно. И каждый последующий слой будет более прозрачный, то есть менее черный. Именно благодаря такой послойной заливке получится добиться задуманного результата. Для того, чтобы цветы остались на своем месте и на нужном уровне, заливаем промежуточный слой. Он совсем тонкий и играет роль клея. На него раскладываем цветы и веточки. А после высыхания заливаем основной промежуточный слой. В финале всю композицию заливаем составом для объемных заливок Art Massive от Экованны. Кстати, не могу не отметить очень удобную фасовку. Объем ведер продуман именно так, чтобы вы без проблем влили компонент B в компонент А. И еще осталось место для того, чтобы спокойно все перемешать. Состав я совсем слегка подкрасил черным красителем, для того, чтобы не была видна четкая граница между темными слоями и верхним прозрачным. Такой прием позволит максимально сгладить эту разницу. В итоге самые мелкие в плане толщины объекты лежат на верхнем слое, такие как папоротник. Он, кстати, тоже натуральный и стабилизированный. Все это залито смолой доверху, а значит у нас есть 7 дней, пока состав полимеризуется. И можно немного залипнуть на ютубе. Вот вам небольшой спойлер. На данный момент свое свободное время я посвящаю изучению инновационных технологий в строительстве. Конкретно сейчас смотрю ролик про многоэтажный эко-дом. Что выбрать, экологию или урбанизм? Вообще, если ролики на канале в ближайшее время перестанут выходить, то все претензии к Александру с канала Goodwood. Например, как не посмотреть ролик про самое высокое здание в мире из дерева? Мы приехали к самому высокому в мире зданию из дерева. Или вот, например, сравнение стен на прочность при помощи тандем. Где вы еще такое увидите? Помимо интересных испытаний, тут просто бесконечно много полезной информации о строительстве и материалах. Я бы хотел вам рассказать про 8 основных уловок строительных компаний. Все это с приятной подачей и крутой картинкой. На данной кровле уложен грунт, на котором дальше будет прорастать газонная трава. Если вам интересна тема строительства, то вам явно сюда. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы понять, какие были возможно допущенные ошибки,
чтобы мы их не повторяли, и самое главное, чтобы вы их не повторяли. Ссылка на канал будет в описании, а мы продолжаем. Следующим этапом занимаемся подстольем. Тут мы решили не искать легких путей и сделать подстолье из эпоксидки. Для этого делаем квадратную опалубку при помощи доски, оклеенной скотчем, которая располагается на фанере. Все стыки хорошенько промазываем силиконовым герметиком, собираем короб и стягиваем саморезами. Весь периметр изолируем все тем же силиконовым герметиком и пальцуем по кругу. По задумке я хочу сделать подстолье в виде кубика льда, в котором будут также залиты цветы. Для того, чтобы сэкономить смолу, пришлось немного схитрить. Мы срезали большую часть бутонов, поскольку это самый большой объект. Соответственно, чем больше он выступает, тем больше уйдет смолы на заливку. А благодаря этому элементарному приему смолы понадобится в 2 раза меньше. Первый слой заливаем быстрой смолой, поскольку этот слой совсем небольшой, и он будет играть роль клея, для того, чтобы композиция не уплыла при следующих заливках. Для того, чтобы максимально приблизиться к эффекту ледяного кубика, на первом слое миксуем прозрачную и белую смолу, выливаем в основание, а затем при помощи фена делаем разводы. Спустя пару минут раскладываем цветы, и тут наглядно понятно, для чего мы срезали половину бутона. В итоге из этой заготовки нам надо получить 4 одинаковых панели. Именно поэтому мы и раскладываем 4 композиции. На следующий день первый слой схватился, и мы замешиваем 10 кг промежуточного слоя. Это все тот же арт-массив. И тут наглядно видна разница двух компонентов. Так вот, перемешивать смолу надо долго и тщательно, до тех пор, пока не пропадут эти мутные разводы. После чего состав надо перелить в новое чистое сухое ведро и еще раз хорошенько перемешать. Иначе есть шанс вылить неперемешанный компонент в заливку, который в свою очередь никогда толком не высохнет. Ну а дальше все по отработанной схеме. Льем как из ведра в опалубку и убираем пузыри корректором. Но по сути это лишнее, поскольку этот состав полимеризуется 7 дней. Он очень текучий, а это значит, что все пузыри выходят самостоятельно. В этом слое также добавляем немного белых разводов и оставляем заливку на неделю. А тем временем столешница уже высохла. Думаю, тем, кто хоть раз пытался сделать качественную круглую опалубку, не надо объяснять все плюсы такой формы. А для тех, кто не делал круглую опалубку, все же расскажу. Конкретно через эту форму прошло больше 10 заливок, что, впрочем, видно по следам от молотка. Форма очень прочная и до сих пор герметична на 100%. А учитывая сумму, которую мы сэкономили на герметике и одноразовых материалов, так она уже давно себя окупила. Поэтому, ссылаясь на свой опыт, смело рекомендую эту штуку. Ссылку оставлю в описании. После высыхания смола дает небольшую усадку, и как следствие остается небольшой бортик из эпоксидки. Поэтому слегка калибруем лицевую сторону при помощи вот такой фрезы со сменными ножами от CMT, которой я пользуюсь практически каждый день и не могу нарадоваться. После того, как поверхность с большего выровнена, убираем эпоксидную стружку и занимаемся обратной стороной. Тут проделывается такая же операция, но слой надо скалибровать побольше. Мы это учли изначально, поэтому первый черный слой был залит запасом. В итоге после калибровки мы имеем две идеально ровные стороны и заготовку необходимой толщины. И это важно, поскольку очень толстая столешница будет выглядеть слишком громоздко. К слову, панели для подстолья мы тоже решили сделать с запасом и отталкиваться в дальнейшем от общей картинки. К тому времени основная панель высохла, но не до конца. Именно теперь мы и достаем ее из опалубки. Поскольку плита еще эластичная, извлечь ее на данном этапе значительно проще, что и видно на экране.
Первым делом после распаковки распускаем плиту на 4 ровные части. Следующим этапом настраиваем пилу на 45 градусов и запиливаем таким образом все 4 заготовки. На скорую руку собираем короб, для того чтобы посмотреть пропорцию. Тут же понимаем, что размер подстолья просто огромный для такой столешницы, поэтому делаем его почти в 2 раза меньше, точно таким же способом. Отпиливаем ненужную часть под 45 градусов. И спустя 15 минут имеем уже больше похожий на правду результат. А это значит, что можно двигаться дальше. Как вы помните, я хочу получить подстолье в виде глыбы льда. Для этого 4 панели собираем в одну конструкцию. Вот таким способом. Символично прихватывая клей гелем. Затем хорошенько все промазываем силиконовым герметиком изнутри и пальцуем по периметру. Пока силикон сохнет, напиливаем пеноплекс на квадраты, из которых в дальнейшем соберем вот такую пирамиду. В итоге мы ее хорошенько оклеили скотчем и разместили в центр будущего подстолья. Для чего это делалось? Если вдруг смола найдет путь и начнет просачиваться внутрь этого куба, то пеноплекс скажет, что там уже занято, и утечка будет минимальной, поскольку весь объем занят этой вставкой. Следующим этапом занимаемся имитацией ледяной поверхности. Этот прием я подробно описывал в одном из предыдущих роликов. Тут все просто. Жесткая фольга, проклеенная скотчем, которую надо хорошенько помять и немного обратно распрямить. Такой фольгой мы и обернем опалубку изнутри, но предварительно обратную сторону мы проливаем литьевым пластиком, поскольку объем смолы будет большим и своим весом эпоксидка разровняет грубые складки фольги. В итоге сильно пострадает внешний вид и эффект льда, а этот пластик придаст жесткости и фольга останется в заданной форме. А дальше все понятно наглядно. Оборачиваем фанеру усиленной фольгой и сооружаем 4 таких щита, из которых получится короб-опалубка. Все соединения хорошенько промазываем герметиком и стягиваем саморезами. Спустя несколько часов, когда силикон высох, заливаем форму доверху, все тем же составом Art-Massive. По сути, с подстольем больше не придется ничего делать. И после снятия опалубки мы получим готовое глянцевое ледяное подстолье. Оставляем заливку на 7 дней и снова отправляемся к столешнице.
Ее осталось хорошенько отшлифовать и убрать фаску. Этим мы и заняты. Поскольку столешница будет покрыта лаком, финалить шлифовку пришлось 500 номером. На это ушел не 1 час. Но это важно. Если тщательно не убрать следы от предыдущего номера наждачки, то в итоге они будут видны на лаке, даже после полировки, так как материал имеет свойство давать усадку. Именно в этот момент и появляются следы от недоубранной грубой наждачки. Фаску слегка скругляем фрезой, и это последняя операция перед лаком. Конкретно эту столешницу я покрываю хорошим автомобильным керамическим лаком, поскольку очень не хочется дарить своим подписчикам какую-то ерунду или некачественное изделие. Но в этом случае можете быть спокойны. Этот стол прослужит очень долго, не теряя внешний вид. Как вы видите, стабилизированные розы не особо хорошо себя показали в заливке. Они частично впитали в себя смолу и немного потеряли внешний вид. Чего нельзя сказать о простых высушенных цветках. Вывод тут очевиден. В итоге на стол ушло 55 килограмм смолы. Это 65 тысяч рублей. С учетом всех остальных расходников, только на материалы ушло больше $1000 или 75 тысяч рублей. И этот стол я хочу разыграть среди вас. Для участия в розыгрыше необходимо выполнить 2 простых условия. Вы должны быть подписаны на мой Instagram и на YouTube канал Goodwood. Для того, чтобы понять, кто участвует в розыгрыше, вам надо написать коммент из нескольких слов, в котором вы должны указать свой никнейм Инстаграма. Что-то типа такого. Прикольный проект, вот мой никнейм. Все ссылки и условия я оставлю в описании ролика. Желаю всем удачи, жду вас в своем Инстаграме, спасибо за просмотр и добра топора.